Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы работали. Но единственное, что палитра такая у меня в первый раз на канале. А так ниточки уже всем знакомы. Ну и с новым узорчиком. Сразу напоминаю вам, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Пробуйте, вяжите из любой пряжи, не только из такой, которую рассказываю я. Ну а я в свою очередь новичкам расскажу, что за ниточки я сегодня буду применять в своем узорчике. Итак, кто еще не знает, смотрите, называются они Alize, Angora Gold. Идем дальше. Моточки, смотрите, в 100 грамм находится 550 метров. Идем дальше. Пока не забыла, сразу же назову цвет 842. Но мне кажется, на камеру передается чуть потемнее. Так он еще светлее и нежнее выглядит. Идем дальше. По составу 80% акрил, 20% шерсть. И нам советует производитель брать крючок от двоечки до четверочки. Смотрите, я данную пряжу вязала троечкой, да, то есть я буду вязать троечкой. Так? Вы точно так же изучаете аннотацию к своей пряже, подбираете крючок согласно вашей плотности вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. Для того, чтобы показать всю прелесть узорчика, я хочу набрать 4 раппорта. Да? Это будет 40 воздушных петелек. И одну воздушную петельку, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Итого 41 воздушная петелька у меня. Но вы набираете сколько вам удобно. Угу. Итак, для начала все как всегда. Мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 41 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот, это мой будущий образец. Далее, смотрите, я делаю 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываю от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку ныряю, вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку точно так же. Ныряю, вытягиваю ниточку и провязываю столбик с накидом. И вот так вот я шагаю в каждую петельку цепочки и провязываю столбики с накидом. Понятно? Несложно. Поэтому аккуратненько в каждую петельку, не пропуская, провязывайте столбики. Сами себя контролируйте. По итогу количество столбиков у вас должно быть ровно столько, сколько у вас петелек в цепочке. То есть получается, если я набирала 41 воздушную петельку, должно получиться 41 столбик с накидом. Понятно, да? Все. И не забывайте, что у вас первые 3 петельки, это имитация столбика, считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. 9 столбиков я уже набрала. Давайте самостоятельно до конца ряда, да, и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Теперь смотрите, что мы делаем. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, да? Дальше в следующую верхушку столбика второй столбик с накидом. Идем по порядку. В следующий столбик третий столбик с накидом. В следующий столбик четвертый. И следующий столбик пятый. Поняли, да? То есть вместе с 3 петельками подъема, вот, получается у нас 5 столбиков с накидом. Далее смотрите, что делаем. Накид. Один столбик мы пропускаем. И вот в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Понятно? Такое вот окошечко делаем. Итак, столбик с накидом первый. Дальше идет у нас второй. Точно так же провязываем по порядку третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый,
как только 9 столбиков провязали, смотрите, точно так же делаем накид, пропускаем один столбик и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Понятно? То есть вот у нас получается опять такое небольшое окошечко. И так далее до конца ряда. 9 столбиков, окошечко. 9 столбиков, окошечко. 9 столбиков, окошечко до конца ряда. Договорились? Несложно. Давайте самостоятельно в конце ряда я вас встречу. Угу. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд. Столбики с накидом и небольшие окошечки, да? Вот такие вот окошечки. И когда мы провязали с вами до конца ряда, у нас получается после окошечка получилось всего лишь только 5 столбиков. Точно так же, как мы начинали. 5 столбиков, окошечко, да? А здесь наоборот, окошечко и 5 столбиков. Все, идем дальше. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Имитация столбика с накидом. Поворот. Теперь по узорчику нужно набрать 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вместе с 3 петельками подъема у нас итого 9. Поняли, да? Теперь смотрите внимательно. Мы направляемся вот к нашему окошечку, которое мы делали. А конкретно мы смотрим на столбик, который мы пропускали. И получается, мы перед этим столбиком вот так вот нырнули. Видите? Вытянули ниточку и присоединились, провязали столбик без накида. Теперь наша с вами задача. Повернули вот так вот наше вязание. И мы будем возвращаться к нашему ряду, который мы начали вязать вот по этой арочке из воздушных петелек. Нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. 1. Опять точно так же. Столбик без накида 2. Сюда же. Столбик без накида 3. Сюда же. Столбик без накида 4. Сюда же. Столбик без накида 5. Столбик без накида 6. 7. И 8. Угу. Все, разворачиваем наше вязание опять, как оно у нас было. Вот. У нас получается вот такая вот интересная дуга. Теперь накид. Идем дальше по порядку. Вот у нас были от первого столбика 3 петельки подъема, да? Идем дальше по столбикам, шагаем. Следующий, второй столбик, за верхушку беремся. Столбик с накидом. 1. Следующий, столбик с накидом. 2. Следующий, столбик с накидом. 3. И следующий столбик с накидом 4. То есть вместе с 3 петельками подъема в самом начале, да, у нас получается 5 столбиков с накидом. И вот такая вот интересная дуга, назовем ее. Далее смотрите, что мы делаем. Накид. Опять опускаемся вниз к тому столбику, вот к самому первому ряду. Так. И наша задача аккуратно, как нам удобно взяться. Так. И мы, получается, беремся за верхушку вот столбика, который именно в первом ряду, поняли, да, вот который мы пропускали. Аккуратненько взялись, вот он. Так. И вытягиваем ниточку и вот таким вот образом держим на крючке. 1. Накид. Сюда же опять нырнули аккуратненько, вытянули ниточку. 2. Держим на крючке. Накид. Сюда же нырнули, вытянули ниточку. 3. Накид. 4. Накид. 5. Провязываем все петельки до 2 петелек на крючке. Таким вот образом. И теперь 2 петельки провязали вместе. У нас получился вот такой вот пышный столбик. Чем больше вы сделаете накидов, чем больше петелек, тем столбик будет более пышнее, более эффектнее, но и пряжи скушает побольше. Но вы об этом помните, да? Поэтому выбирайте. Вы можете столбики делать поменьше, да, пышные, можете делать побольше. Итак, идем дальше по порядку. Вот наши столбики предыдущего ряда провязываем. Столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. Так, секундочку. Возьмусь поудобнее. Столбик с накидом 2. Столбик с накидом 3. И столбик с накидом 4. Теперь точно так же делаем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Наша с вами задача вернуться вот к этому нашему столбику, который мы пропускали. Поэтому мы немножечко вязание разворачиваем, чтобы нам было поудобнее, да? Вот, смотрим по пышному столбику. Вот наш столбик. Вот таким образом захватываем его и провязываем столбик без накида. Все,
Обратно возвращаемся точно так же столбиками по нашей арочке. Итак, повернули вязание и шагаем. Столбик без накида 1, столбик без накида 2, столбик без накида 3, столбик без накида 4, 5, 6, 7, 8. Угу. Вот. Раз дуга, 2 дуга. И получается присоединяем вот столбиком. Следующий столбик, видите, да? Этот мы провязали. Вот, следующий столбик. Получается у нас как 5-й идет. Все, присоединили нашу дугу. Все. Дальше будет только повторение. То есть опять делаем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Направляемся к нашему окошку. Помните, да? Вот наше окошко. Вот наш столбик. Перед столбиком нырнули, вытянули ниточку и провязываем столбик без накида. Поворот. Провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять разворачиваем вязание на себя и провязываем 4 столбика. Видите, этот столбик провязали, дальше шагаем. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом и 4 столбик с накидом. Понятно, да? Вот. Опять опускаемся накид и опускаемся вниз вот к нашему столбику, который мы пропускали. Беремся именно за верхушечку аккуратненько и начинаем набирать петельки для пышного столбика. Потянули ниточку 1, накид, сюда же нырнули, потянули ниточку 2, накид 3, накид 4, и пусть у меня будет 5, да, может быть и 6, и 7, и 10. Провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе и по порядку, видите, у нас тут столбики, 4 столбика опять провязываем. 1, 2, 3, 4. Теперь делаем вторую дугу. Провязываем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Возвращаемся, да, вот к нашему первому ряду, к нашему столбику, который пропустили. Хватаемся вот таким вот образом за столбиком. Вытягиваем ниточку, столбик без накида. Поворот. И в арочку провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот наша вторая дуга. И мы ее присоединяем 5 столбиком с накидом. Вот таким вот образом. Все. И вот так вот вы провязываете до конца ряда. Понятно? Если что, перематывайте чуть-чуть назад, повторяйте, и у вас все равно все получится. Давайте. До конца ряда самостоятельно, в конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот такая вот у нас получается объемная красота. И как оказалось, что несложно, да, связать эту красоту. Смотрите, заканчиваем мы после нашей вот этой дуги 8 столбиков без накида. Вот, столбиком с накидом в третью петельку подъема. Поняли, да? Дальше опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И смотрите, переключаемся, будем вязать вот эти все наши столбики столбиками с накидом. Итак, первый столбик с накидом. Шагаем дальше. Второй столбик с накидом. Третий столбик с накидом. Четвертый столбик с накидом. Там, где у нас был пышный столбик, да, беремся за верхушку пышного столбика. Провязываем тоже столбик с накидом. Это у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Как только провязали 9 столбиков, помните, мы здесь на первом ряду вязали, мы делаем накид, пропускаем один столбик, так, и переключаемся на верхушку следующего столбика. То есть делаем вот такое вот окошечко. Столбик с накидом 1, дальше идем. Столбик с накидом 2, столбик с накидом 3, столбик с накидом 4,
за пышный столбик, да, за верхушку 5, 6, 7, 8 и последний беремся аккуратненько за верхушку 9. То есть помните, там, где у нас соединялись две дуги, да, вот, мы, получается, точно так же накид, пропускаем центральный этот столбик, переключаемся на следующий столбик и опять провязываем 9 столбиков с накидом. Понятно? То есть у нас получается как в первом ряду, но просто немножко смещено. Угу. Все, давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. И закончили мы ряд точно так же. Помните, 3 петельки у нас были подъема, да? А потом петельки были для вот этой вот интересной вот такой дуги, да, назовем ее так. Вот, мы в третью петельку провязываем точно так же столбик с накидом. Далее, 3 опять петельки подъема. Раз, два, три, поворот. Теперь смотрите, наша с вами задача провязать вот до нашего пышного столбика 4 столбика. Раз, два, три, 4, да, как ориентир. Давайте вяжем. Итак, накид. За верхушечку взялись первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом и четвертый столбик с накидом. И когда вот так вот мы провязали 4 столбика, а вместе с 3 петельками подъема получается 5, так? Теперь мы должны с вами будем сделать, смотрите, вот получается 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Теперь смотрите внимательно. Вот мы сюда направляемся, вот к этой нашей дуге, видите? Пока повторяйте, разворачиваем поудобнее вязание. Вот таким вот образом захватываем и провязываем столбик без накида. Далее вязание разворачиваем и возвращаемся обратно в 8 столбиков без накида. Вы уже умеете. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. У нас получается с вами вот такая вот дуга. Видите? Вот в другую сторону. Одна смотрит вправо, да, так скажем, другая влево. Как только мы провязали эту дугу, мы, естественно, присоединяемся к следующему столбику столбиком с накидом. Далее наша задача сделать точно такую же дугу, но вот непосредственно к этому месту соединения. Так? Опять делаем 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Смотрите внимательно. Направляемся вот там, где у нас соединялись две дуги. Вот у нас центральный столбик, как ориентир. Перед столбиком вот таким вот образом захватываем. Столбик без накида. Разворот. И возвращаемся. 8 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. И провязываем наши 4 столбика. Раз, два, три, 4. Давайте. Точно так же, как мы провязывали с вами, как во втором ряду, когда делали вот такие же дуги арочки. Раз, столбик с накидом, 2, столбик с накидом, 3, столбик с накидом, 4, столбик с накидом. То есть вот такая у нас получается картина. Теперь получается мы делаем накид, опускаемся опять к этому же столбику, беремся непосредственно за его верхушку. Помните, да? Будем делать пышный столбик. Беремся за верхушку, поудобнее вязание и начинаем вытягивать наши ниточки. Итак, потянули раз, накид, сюда же нырнули, потянули 2, накид, потянули 3, 4, 5, все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе. У нас опять сформировался пышный столбик. Далее переключаемся на наши столбики, опять провязываем 4 столбика с накидом. Раз, два, 3, 4. Угу. Опять возвращаемся вот сюда к пышному столбику, делаем дугу, 6 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Переключаемся вот перед столбиком, да,
вот перед нашим пышным столбиком. Аккуратненько захватились столбиком без накида. Вот, видите? Столбик без накида. Развернулись. И опять начинаем провязывать 8 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Все, и опять присоединяемся столбиком к столбику. Угу. Понятно? То есть мы провязываем точно так же, как вот мы вязали вот эти дуги, только мы их сместили в шахматном порядке. Понятно? То есть здесь у нас как бы должен быть пышный столбик. Поняли, да? Вот он, вот он. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. Вы уже знаете, как дальше провязывать. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали ряд. Вот, видите, как объемчик вырастает. Вот такие вот интересные ромбики получаются. И мы заканчиваем ряд, получается, вот, видите, у нас как бы половинка нашего ромбика, и пышного столбика здесь уже нет. Просто провязали один столбик с накидом. 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И опять начинаем шагать по нашим столбикам. Так. Раз, столбик с накидом. 2, столбик с накидом. 3, столбик с накидом. И 4 столбик с накидом. То есть вместе с 3 петельками подъема, да, 5 столбиков с накидом. Дальше мы делаем накид, пропускаем вот этот наш столбик и переключаемся на следующий. То есть если вы внимательно посмотрите, то вы увидите, что мы провязываем как самый-самый наш первый ряд. Видите? Точно так же мы здесь делали окошечко, помните, пропускали один столбик. Дальше мы провязываем 9 столбиков с накидом. Опять делаем окошечко, пропускаем столбик, 9 столбиков с накидом, окошечко. Понятно? Потом вы переворачиваете свое вязание и начинаете провязывать точно так же. Вот, вначале вот одну дугу, потом пышный столбик, вот здесь у вас будет стоять. Вторую дугу, опять одну дугу, здесь у вас будет пышный столбик, поняли, да? То есть сам по себе раппорт узорчика это 2 ряда. Вначале мы готовимся, потом мы провязываем пышные столбики вот с такими интересными объемными элементами. Следующий ряд мы опять, получается, готовимся, да, столбики с накидом, потом объемные элементы. Просто смещаем в шахматном порядке. Все, ничего сложного. То есть вертикальный раппорт, раз, два, три, четыре. Потом опять повторение, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. На самом деле всего лишь только 2 ряда. Как вам? Давайте мы увеличим наш образец в несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится, да. Ну, я считаю, что получится очень даже необычно и красиво. Давайте, схемки у меня нет, но я думаю, что вы поймете, да, как здесь непосредственно вязать. Если что, перематывайте назад. Увеличиваем наш образец, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Так, вот такая у нас по итогу получается интересная, необычная, объемная красота. Она, конечно, односторонняя. Оп. Изнаночная сторона представлена лишь только столбиками. Лицевая сторона, конечно, различными элементами. Вот. Сам по себе узорчик, я так скажу, конечно, вяжется не быстро. То есть один ряд, если быстренько столбики провязали, то со вторым рядом, конечно, придется немножко посидеть, да, повернуть туда, повернуть сюда, но я думаю, что оно того стоит. Не пугайтесь, он не сложный, да, вы просто буквально понять принцип, и все. Дальше вы будете вязать только сколько вам необходимо. Возможно, это будет целое полноценное изделие, да, может кофточка, кардиганчик, может быть даже плед, может быть, да. А также вы можете просто использовать в качестве декора, в качестве отдельных элементов. Может, это будет спинка, может, это будет кармашек, может, это будет там шарфик и так далее. Но обязательно попробуйте. Очень интересно. Очень интересно. Из любой пряжи пробуйте, да, не только из такой, как у меня. Можете брать и секционную, и летнюю, и демисезонную, и зимнюю. Пробуйте. Один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному. В моем случае он вот так вот тянется. И вот так вот он тянется. Видите? Вот. В принципе, в копилочку ваших узорчиков, почему бы и нет? Захочется чего-то такого интересного. Опять же, можете разными цветами сочетать, да? То есть один ряд у вас будет одним цветом, другой вот эти вот у вас именно дуги с шишечками другого цвета. Вы же большие дизайнеры, придумайте. Если кто-либо вязал что данным узорчиком, рассказывайте. Нам будет интересно, какой пряжи, что у вас получилось. Ну, а также подбрасывайте идейки, чтобы такого интересного связать данным узорчиком. Угу. Для тех, у кого хватит терпения связать его. Так он очень-очень классный, конечно, необычный. Давайте замерим. Итак, и если моя пряжа, да, моя плотность вязания, мой крючок, то это у меня получается 41 воздушная петелька. Смотрите, вот 20
сантиметров. 20,5 сантиметров. И тут получается первый ряд у нас наборный, а дальше идет 1, 2 узорчик, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всего лишь 9 рядочков. Меня хватило, так скажем, 9 рядочков. Я поняла, что вы увидите принцип узорчика. Ну, практически 9 сантиметров, видите? Да, потому что каждый, получается, ряд из столбиков это 1 сантиметр. Вот такая вот красота. Я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал, впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, так, чтобы не пропустить новинки на канале, вам будут приходить уведомления. Можно перевернуть, да, вот таким вот образом. Ну и, естественно, сохраняйте себе в плейлисты, делитесь с друзьями, с подружками, вяжите в свое удовольствие. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.